Уже второй год я наблюдаю за жизнью дикого леса прямо из своей хижины, которая находится в лесах Северной Европы в Латвии. Каждую, даже самую незаметную мелочь и изменения я искренне вижу как историю, достойную внимания. И этими историями и некоторыми фрагментами из моей жизни здесь я делюсь на этом канале. Так что если это вам звучит интересно, буду рада, если решите задержаться здесь со мной подольше. А в этом видео я расскажу историю из начала своего уже второго лета здесь. И хотя на первый взгляд все происходит как обычно, эта история сильно отличается от всех, что были раньше. Кое-что с самого начала ведет к непростым событиям, к которым я оказалась совершенно не готова. Надеюсь, вы разделите и эту историю со мной. Привет, я вернулась вчера почти через неделю после того, как оставила камеру. На самом деле ничего очень интересного она за это время не засняла. Я думаю, что то видео с оленей жопкой, которое было гораздо интереснее, чем то, что камера словила за это время. Я на эту ночь перевесила камеру в другое место и сейчас хочу проверить. Наверное, ничего не будет, как всегда. В общем, за эту ночь камера ничего интересного не засняла. За неделю камера сделала несколько видео. 2 из них были сделаны ночью, почти в одно и то же время, где видно косулю совсем сбоку кадра. И следующее видео, как эта косуля уже уходит. Пока не совсем понимаю, как она снимает, потому что получается, что она начала снимать, как косуля уходит, уже когда она явно несколько шагов вперед прошла мимо камеры, и она снимать тогда не начинала. На одном видео, которое она сняла, я вообще никого и ничего не увидела. Так что пока что ничего захватывающего я не запечатлила. Кстати, каштан в своем расцвете очень красиво. Я хотела рассказать, что сравнила кадры с дрона с прошлого года и этого, и в этом году у него гораздо больше соцветий, чем в прошлом, что, наверное, радует. Я не знаю, будет ли он болеть в этом году тоже гусеницами. В осеннем видео я показала, что собрала все листья, где могли зимовать гусеницы, и вывезла их, и надеюсь, что в этом году он не будет, по крайней мере, так болеть, как в прошлом. В любом случае, хорошо, что он все еще жив и цветет гораздо лучше, чем было год назад. Мне хотелось взлететь на дроне эти дни тоже, но все еще продолжаются очень сильные порывы, и мне не очень хочется его запускать, чтобы его куда-нибудь не сдуло и не пришлось потом идти искать. Но мне кажется, что на прошлых кадрах тоже хорошо видно, разве что сейчас он распустился гораздо более пышно. Небольшой просвет между затяжными дождями в июне наконец-то дал возможность сделать сразу несколько отложенных вещей, которые мы приехали делать вдвоем. Во-первых, установить беличий дом, который пару недель назад мне любезно прислал вдохновляющий производитель жилищ для разных полезных обитателей садов и дворов.
Это было очень кстати, так как я давно взвешивала вариант с установкой жилища для белок в своем лесу. Но меня останавливало нежелание сверлить деревья. Их решение, к счастью, не предусматривает порчу деревьев, поэтому я была очень рада такому внезапному предложению. Кстати, белки играют очень важную роль в регенерации леса. Некоторые забытые семена и шишки, которые они прячут в земле, со временем вырастают в новые деревья. И этот факт делает их еще более приятными соседями. Пока я занималась съемкой и установкой беличьего жилища, Женя помог с покосом травы, а позже проделал колоссальную работу по чистке крыши, которую я безуспешно начинала в прошлом месяце. На следующий день Жене нужно было возвращаться в город, общественного транспорта поблизости нет, поэтому в условиях наличия одной машины на двоих получается ехать до ближайшей остановки. Привет! Сегодня нереальная жара, где-то 30 градусов или больше. На улице очень душно, но что за тусовка? У меня мышь в пакете сидит. Так что сейчас мне нужно ее вывести. Потом я, наверное, расскажу о мистических загадках новых, которые здесь происходят. Ну или коротко покажу. У меня появились норы в разных местах. Одна под, не помню, как называется, дровник. И одна вот здесь. И несколько подкопов под горку. Нежелательный вариант — это крысы. Но я надеюсь, что все-таки нет, потому что в лесу вроде бы крысы не живут, я надеюсь. Второй вариант, посоветовавшись с разными умными чатами, может быть, что это какой-нибудь горностай. А еще сегодня лежала свежая кокуля. Я даже не знаю, хотите ли вы ее видеть. Но, как по мне, она большовата для крысы. Для куниевых тоже вроде бы не особо характерная. Но она может и не принадлежать никому из тех, кто живут в этих норах. В общем, пока моя мышь там не померла от обезвоживания, я, пожалуй, отвезу ее, чтобы это не висела ноша и бремя на мне. Перепуганная мышь поедет в путешествие. Моя камера не выдерживает этой жары и вырубается. Так, чуть не наступила на улику. Я имею в виду какашку. Непонятно чью. Я, воспользовавшись тем, что жара, наконец-то налила воды птицам, но только они пока что ее явно не нашли. Тут у меня все в землянике. Она за ночь и за сегодняшний день подспела еще больше, чем вчера. Опять иду мешаться крапивнику. В общем, да, здесь у него гнездо. Оно очень странно висит. Я сначала думала, что кора отвалилась, но думаю, что он изначально строил его там. Кстати, мне кажется, что, несмотря на то, что я убрала листья все с каштана, у него опять появились эти пятна. Так что, возможно, это ему не помогло. Может быть, хотя бы он не будет так плох, как в прошлом году, но это будет видно позже. Здесь у меня, кстати, где крапиву оставила, рассказывала в каких-то предыдущих видео. Тут у меня тоже растет немного земляники. Вот еще одна тарелка. Беличий дом. Очень рада такой коллаборации. Коллаборация мечты. Хотя это всего лишь бартерная коллаборация. Я даже не уверена, что стоит ли ее упоминать. У меня была договоренность только в формате Инстаграма. Вроде как тут он висит. Довольно близко к дому. Да, в общем, в любом случае это очень классно, потому что совсем недавно думала о
том, что хотела бы повесить дом для белок, потому что я часто здесь вижу их или их какую-то деятельность. И хотелось какое-то место для них потенциально, которое они могли бы использовать. И в первый раз я видела вблизи белку. Это была зима. Потом я видео все это показывала в предыдущих. Она была вот прямо там, где машина на березе прыгала, когда я приехала. Белка, привет! Очень много на этом заднем дворе тоже. Зимой их было видно, когда снег белый. Животных гораздо лучше видно. И я очень часто видела, как она прыгала там и откапывала что-то под снегом. У меня были даже видео, где этот лес был просто фоном, и то, что там бегала белка, я замечала уже потом, когда редактировала сами видео. Как я сказала уже до этого, здесь у меня норы. Тут нора, тут у земляники нора. Были также норы вот здесь, где у меня кормушка с арахисом, и вот здесь холм, и они были тоже здесь. И норы сами по себе где-то по 6 сантиметров в диаметре, что гораздо больше, чем норы, которые делают лесные мыши, которые здесь живут. Поэтому несложно сказать, кто это. Но я определенно надеюсь, что это не крысы. Но из того, что я понимаю, крысы в лесах не живут. Они живут где-то, где какие-то человеческие постройки. Так что есть подозрение, что это какой-нибудь горностай, насколько мне подсказывал умный чат. Так называемые куньевые не роют ямы сами, а используют те, что были уже кем-то ранее выкопаны. И здесь определенно раньше были норы, которые делали мыши или кроты те же. А вторая улика — это черные перья, которые были здесь разбросаны как раз там, где появились первые туннели, когда я их заметила. То есть очень совпало с тем, что здесь были и перья, и эти туннели, и, возможно, какую-то птицу они туда затаскивали. И, насколько я понимаю, крысы таким не промышляют. Еще одна такая новость. Я в прошлом видео много времени посвятила тому, что ставила охотничью камеру в первый раз и рассказывала, что как. И, в общем, сейчас, к сожалению, мне нечего показать, потому что я ее ставила довольно надолго, ожидая, что за это время точно попадутся все звери мира. И оказалось, что когда я проверила уже спустя несколько недель, что камера перестала снимать тогда, когда я ее перевешивала в новое место. Последний раз умерла карта памяти, я как-то восстановила файлы оттуда, но да, из этих файлов я узнала только то, что она делала предсмертные снимки того, как я ее перевешивала. И, к сожалению, ничего не засняла за это время. Пока я обнаружила поломку и купила новую карту и поменяла, прошло много времени. Однако сейчас у меня другие планы на эту камеру. Я хочу поставить ее как-то так, чтобы направить на эту или эту нору, чтобы, может быть, посмотреть и узнать, кто все-таки живет сейчас в этих норах. Сегодня очень жаркий день. Градусник показывал 32 градуса. Это очень большой контраст по сравнению с тем, что было до этого. И, судя по прогнозу, будет после этого, потому что сейчас какой-то heatwave откуда-то пришел. Очень душно. Сегодня с утра я подвозила Женю на транспорт и очень пожалела, что не посмотрела мышеловки, потому что в одной из них мышь сидела уже достаточно долгое время. Когда я уже вернулась, мне пришлось опять брать эту мышь и ехать с ней, отвозить ее. Для тех, кто не знает, я расставляю этичные мышеловки. Последний раз они попадались уже несколько месяцев назад, и я вообще не ожидала, что там кто-то будет, но она там сидела уже какое-то время, а рядом с ней сидела огромная лягушка. Это очень-очень жарко. Скоро ко мне приедет подруга и заодно привезет лестницу повыше, потому что у меня не получилось
с моей лестницы повесить беличий домик так высоко, как я хотела. А я, в свою очередь, обещала передать ей старый триммер, который еще оставался от предыдущих хозяев. Бензиновый триммер, мы его не используем. Кстати, здесь можно видеть, я потом ближе покажу, крапивник свил гнездо, а под ним лежат скорлупки. Надеюсь, что это скорлупки вылупившихся птенцов, а не разворованного гнезда. Я хотела показать, где находится это дерево. Я решила повесить его вот на эту ель, потому что она сама по себе достаточно толстая, взрослая. И несмотря на то, что она находится довольно близко к дому, прямо за хижиной, я явно смущаю крапивника. Я думаю, что эти деревья выигрывают тем деревьям, что может быть дальше, на заднем дворе, но мне не нравится, что они лысые. Я думаю, что белкам это не покажется достойным укрытием. И вообще, почему я решила именно на заднем дворе, а не спереди? Именно здесь, в этом лесу, я чаще всего видела белок. Например, дерево, которое следующее за тем, на которое я повесила бельчатник. Под ним я несколько месяцев назад весной видела очистки от шишек. На этих бревнах тоже было много очистков от шишек. Так что они явно сюда захаживают. И я очень надеюсь, что когда-нибудь им приглянется этот бельчатник, и они здесь поселятся. За ночь созрело еще больше земляники. Я бы одела перчатки, чтобы не обжечься об крапиву. Мне уже привезли лестницу, я отдала триммер для травы, и мне кажется, что сегодня вечером будет гроза. Сегодня настолько жарко, что моя камера постоянно перегревалась, выключалась, но я пыталась снять, как крапивник залетает в свое гнездо, и он залетает снизу, у него есть вход, а вылетает сверху. Было очень сложно поймать этот момент, потому что камера отключалась. Супер быстро хочу сказать, что я проверяла кадры, где снимала гнездо крапивника, что великолепно, но на этих кадрах я увидела, что птенчик проваливается вниз. Это было вот сейчас вечером, я решила выйти проверить. Сейчас в ночи я пыталась спасти 5 птенцов крапивника. Орали какие-то животные, меня просто сотнями жрали. Комары, мои голые ноги, голое все. Пока я пыталась понять, что мне делать. Что мне делать, из чего мне сделать гнездо новое. Если хоть кто-нибудь из них выживет, это будет просто потрясающее совпадение. Сначала решила накрыть их чем-нибудь, пока я соображаю, из чего мне сделать гнездо или какое-то решение вообще придумать, что делать с ними. В общем, я сначала пыталась какую-то коробку приспособить, потом решила, что это так себе решение. Решила пожертвовать, попробовать
маленькую корзинку, в которую ягоды собирала. Застелила ее мхом, травой. Все это в панике. В итоге закрепила как-то корзинку на нижних ветках как можно ближе к оригинальному гнезду, чтобы было больше шансов, что родители найдут их. Ложечкой аккуратно переложила их. Когда уже я потом к ним подошла и сняла временные коробки, которыми я их прикрывала, чтобы их никто не съел. Такая кроха. Они начали гораздо более активно шевелиться, все 5, и открывать рты, просили кушать у меня. Спишь, мама? Вроде больше никого нету. 5 птенцов. Сейчас я хочу взять, перерезать нитку, которую я там привязала к картинку. На удивление, они все живые. Так, нужны ножницы. Это все комары. Мне будет очень больно. Надеюсь, что это все не зря. Хотелось бы верить, что родители найдут их, как-то укрепят гнездо получше, потому что у меня оно сверху открыто. Может быть, чем-то кусочек мха положу. Ребят, надеюсь, вам там будет видно. Все, я сделала все, что могла. Вот эта ночка. Очень надеюсь, что я смогла как-нибудь помочь. Надеюсь, что завтра будут какие-то хорошие новости. Еще же нужно поесть. Веду птенцов в реабилитационный центр для птиц. Приехала. Я сдала птиц. Из 5 выжили. Доехали, точнее, только 2. К сожалению, не знаю даже. Еще дорога тоже ужасная здесь.
Это, наверное, самый хаотичный влог, что я когда-либо снимала. После того, как я ночью закрепила новое гнездо и записала отрывок, где рассказала о том, что происходило, началась сильная гроза, которой не было даже в прогнозе, и гром, и ливень, и эти бедные крапивники в искусственном гнезде одни. Так еще и мне было максимально неспокойно находиться здесь, когда молния бьет где-то совсем рядом. Так что до утра теперь дожить нужно было уже не только крапивникам, но и мне. Мне кажется, мне надо зажечь какую-нибудь свечку от комаров, иначе меня сожрут. В общем, в 4 утра я рискнула лечь спать, когда гроза чуть поутихла. Потом я просыпалась в 5:30, чтобы проверить гнездо после рассвета. Ух ты, мотыль. Проверить, нашли ли родители новое гнездо. Потом я просыпалась уже в 9, точнее в 8:30, чтобы проверить второй раз. И с тех пор я уже не ложилась. Я длительное время продолжала наблюдать за гнездом, чтобы понять, крапивники ищут ли своих птенцов, или, может быть, у них уже нашли. Но, к сожалению, все указывало на то, что они его не нашли. Ночью я повесила гнездо довольно низкое. Мне было очень сложно в темноте искать какое-то лучшее место. Поэтому, когда в 9 часов просыпалась, чтобы посмотреть, как дела, я решила перевесить гнездо повыше, ближе к тому оригинальному гнезду. К сожалению, это тоже не помогло. И после того, как я посоветовалась с работником реабилитационного центра, я поехала с этими птенцами к ним, чтобы у них был шанс выжить. Это была очень долгая дорога и тяжелая после почти бессонной ночи. Буду ждать вестей от них завтра. Очень хотелось бы услышать что-то хорошее. Хотелось верить, что вся эта череда событий, череда совпадений вела к какому-то хорошему концу, где птенцы воссоединились бы с родителями и успешно их выкормили бы на каштане у меня за хижиной. Но, к сожалению, это не так. Очень жаль, что гнездо сломалась по какой-то причине. Возможно, кора, которая была под гнездом, отошла сильнее, чем в момент постройки гнезда, и поэтому все это стало нестабильным. И, по крайней мере, я рада, что те, кто точно уже погибли, что они не умерли на земле под звуки молнии и грозы, все-таки были вместе со своими братьями. Нужно заканчивать и уже идти наконец-то спать по-нормальному. Кстати, я вспомнила, что хотела в этом влоге упомянуть о том, что под последним видео в комментариях один человек поправил по поводу Он прилетел прямо сюда, Вальдшнеп. Он бежит. Это он. Как раз, когда я о нем начала говорить, он прилетел прямо сюда, он никогда не прилетал на эту поляну. Я хотела сказать, что эти звуки... Я говорила, что они принадлежат Бекасу, но эти звуки принадлежат ему, Вальдшнепу. А Бекас — это только блеющие звуки. И блеющие звуки всегда были именно после того, как Вальдшнеп пролетал с этими звуками надо мной, и позже начиналось блеяние в лесу. Я попробую аккуратно сходить все-таки за камерой. Это очень необычно и редко, что он здесь присел. Он испугался, улетел. Мне кажется, их было здесь много сейчас. Поэтому обычно по вечерам я сижу с телеобъективом на столе. А сегодня нет. В лесу все что-то шуршит сейчас. Я много раз упоминала Бекаса, и думаю, что те, кто меня какое-то время смотрит, уже поняли, что мне очень нравится Бекас и его звуки, которые он издает по вечерам. Как-то поначалу Мерлин Бёрд всегда засекал именно только Бекаса, так что я как-то даже не думала, что здесь еще и Вальдшнеп обитает. Но, видимо, они вместе как-то одновременно в одно и то же время
прилетают и начинают свою активность. Если что, бекас и вальшнеп, они очень похожи, только у бекаса длиннее клюв, и он сам поменьше. Они питаются земляными червями, и у них глаза очень далеко, как будто бы назад поставлены, чтобы они могли еще глубже проникать в почву, когда вытаскивают этих червей. Чеглок кричит в лесу. Сегодня у меня в планах сделать что-то хорошее со своей жизнью тоже. Последние 2 дня я очень мало и плохо ела. Вопрос, что там с норами, ушел вообще на самый последний план. Охотничья камера все это время валялась у меня дома. Надо как-то собраться сегодня и найти ей новое место. Думаю, что сегодня я поеду в город воссоединяться с Женей и котом. Хоть у меня еще осталась еда, из-за жары почти не осталось чистой одежды. Чистой воды и стиральной машины в моем, цитирую, полноценном доме нету. Так что да. Кстати, мне до сих пор не ответили по поводу птенцов. Я думала, что поделюсь уже этим с вами. Хотя бы выжили они или нет, но мне пока что никто не ответил. Очень жаль, что так вышло. Я была очень рада этому гнезду, и что мой каштан мог стать домом для семьи крапивников. Этим летом, в отличие от прошлого года, хочу пользоваться возможностями ездить по Латвии, как раньше, по разным местам. Очень помогает расфокусироваться. Хотя мое колено с пателлофеморальным болевым синдромом не очень дает мне возможность передвигаться так много, как мы это обычно делаем. Длинную дорогу, сидя в машине, колено тоже переносит не очень хорошо. На прошлых выходных мы съездили в западную часть Латвии к морю. Место называется Юркалне. Мы ездим туда каждый год с 2021 года, но в прошлом году пропустили. Обычно остаемся там с палатками. Очень красивый обрыв, и там открывается потрясающий вид на закат, закатное солнце. А оставались в этот раз вместо палатки в маленьком офф-грид домике. Очень атмосферно, вокруг очень смешно пели полевые жаворонки. Я пыталась записать их песни на видео. Женя очень любит путешествовать, я не очень люблю, но обычно мы ездим куда-то. И, как ни странно, в этом году я даже искренне хотела вернуться в Исландию, пофотографировать уже на телеобъектив паффинов, тупиков, сходить еще раз на источники. Исландия очень атмосферное место в целом, и не могу оставить равнодушной, и хотелось бы туда вернуться, но, к сожалению, мое колено сейчас мне не позволит этого сделать. Я надеюсь, что я все скоро восстановлю и вылечу, но... В начале видео у меня были кадры с крапивником, который бегал по бревнам и сидел на этих ветках ели с мхом, явно строил гнездо. Весь этот день я продолжала ждать новостей из центра, но со мной никто так и не связался. Предыдущие дни отняли так много сил, что остаток дня я все-таки провела здесь, но в полном покое, без камер, и просто слушала лес.
На следующий день я наконец-то получила новость о птенцах, которая разбила мне сердце. Хоть я и понимала вероятный исход, но все же надеялась, что эта лесная история будет с хорошим концом. В городе у меня были вот такие подопечные, и в тяжелые времена родители проводили своих птенцов покормиться у меня на подоконнике. А за ростом этих лысух в соседнем парке я наблюдала почти с самого начала. Благодарю вас, что прошли эту непростую историю со мной, и отдельная огромная благодарность людям, кто поддерживает мой канал на Boosty и Patreon, делая эти видео возможными. Спасибо вам. И до встречи в новых эпизодах лесных историй.